Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку приятного просмотра. Эта история, начавшаяся в тишине индийского леса, потрясла весь мир. Белый тигр, один из самых редких и красивых животных планеты, оказался в смертельной ловушке, уготованной ему человеческой жадностью. Белые тигры — настоящая жемчужина природы. Их снежно-белая шерсть блестит на солнце, как снег, а ледяные голубые глаза завораживают своей глубиной. Но их редкость стала для них проклятием. Охота на таких тигров не прекращается, ведь браконьеры готовы пойти на все ради их шкуры. Их осталось всего несколько сотен по всему миру. Представьте себе, тигр, чья мощь и красота вдохновляли мифы и легенды, может исчезнуть навсегда. Но что произошло с этим хищником? Как он оказался в ловушке? И сможет ли он вернуться домой? Эта история не просто о спасении. Это история о храбрости, надежде и силе жизни. В тот вечер лес погрузился в золотистые сумерки. Белый тигр осторожно пробирался сквозь густую листву к небольшому водоему. Его шаги были легкими, но уверенными, пока резкий металлический щелчок разорвал тишину. Тигр подскочил, но было уже поздно. Огромная железная ловушка, скрытая под листьями, стиснула его переднюю лапу. Раздался рык, наполненный болью и яростью. Тигр метался, изо всех сил пытаясь освободиться. Металлические зубья врезались глубже в плоть, оставляя кровавые следы. Капли его крови падали на землю, окрашивая листья в алый цвет. Лес замер. Этот звук услышали не только птицы, взлетевшие с ветвей, но и шакалы, чьи глаза вспыхнули в темноте. Тигр ослабевал. Он лег на землю, тяжело дыша, а его глаза, полные боли, смотрели в пустоту. В этот момент казалось, что надежды на спасение нет. На следующее утро местные жители, обходя лес, заметили кровавый след. Их сердца сжались, они знали, что раненый хищник где-то поблизости. Не теряя времени, они позвонили в команду спасателей. Спасатели прибыли быстро. Это была группа профессионалов, но даже у них в глазах читалась тревога. «Мы должны действовать осторожно. Один неверный шаг, и он может пострадать еще больше», — сказал лидер команды. Лес встретил их напряженной тишиной. Они следовали по следам крови, которые вели все глубже в заросли. Когда они увидели тигра, их дыхание перехватило. Он лежал, обессиленный. Его лапа была зажата в массивной металлической ловушке. «Боже, он все еще жив!» — прошептал один из спасателей. Тигр поднял голову и глухо зарычал. Он пытался защитить себя, несмотря на слабость. «Нам нужно его обездвижить», — сказал ветеринар. Они приготовили усыпляющее вещество, зная, что каждая секунда промедления может стоить тигру жизни. Укол был сделан точно, и через несколько минут хищник успокоился. Теперь предстояла самая сложная часть — открыть ловушку. Металлические замки оказались покрытыми ржавчиной, и инструменты не сразу справлялись. «Держитесь, мы почти у цели», — сказал один из спасателей, потянувшись за болторезом. С каждым щелчком разрезаемого металла напряжение росло. Казалось, весь лес затаил дыхание. Наконец, последний замок поддался, и ловушка раскрылась. Лапа тигра была свободна. На мгновение все замерло. Спасатели смотрели на лежащего перед ними хищника. Несмотря на слабость, он поднял голову и посмотрел на них. Этот взгляд они никогда не забудут. Это был взгляд благодарности и надежды. «Мы сделали это», — выдохнул лидер команды. Они аккуратно перенесли тигра в транспортную клетку и отправили его в реабилитационный центр. Здесь ветеринары обработали рану и начали лечение. Тигру нужно было время, чтобы восстановиться, но его жизнь была спасена. Прошло 3 месяца. Белый тигр восстановил силы. Его рана зажила, и он вновь обрел
былую мощь. В день его возвращения в дикую природу спасатели и местные жители собрались у края леса. Когда дверь клетки открылась, тигр сначала осторожно выглянул наружу. Он медленно ступил на траву, почувствовал запах свободы и, оглянувшись на людей, исчез в глубине леса. «Это величайший момент в моей жизни», — сказал один из спасателей. Эта история — напоминание о том, как важно защищать природу. Сегодня белый тигр снова на свободе, но борьба с браконьерством продолжается. Вы можете помочь, поддерживая организации, занимающиеся защитой животных и распространяя информацию. Каждое наше действие может спасти жизнь. Этот тигр нашел свободу благодаря усилиям неравнодушных людей. А сколько еще животных ждут своего спасения? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.